Всем огромный привет! Сегодня в видео я покажу, как сварить легкое, что оно из себя представляет и как выглядит. У меня вот такое говяжье легкое, здесь 1 килограмм, стоило оно всего лишь 170 рублей. Я разморозила данный субпродукт, правда не до конца, помыла и погрузила в тазик с холодной водой. Несмотря на свою дешевизну, легкое – это питательно очень ценный субпродукт. По своим питательным свойствам практически не уступает говядине. Когда я увидела в интернете, что легкие нарезают такими маленькими брусочками, буквально с мизинчик, и варят в течение 3 часов, я испытала настоящий шок. Поэтому немедленно приобрела этот продукт и хочу показать вам, как делаю это я. Легкое – это орган, через который животное дышит. Кроме кислорода и углекислого газа в этой губчатой ткани нет ничего. Везде пишут, что легкие нужно вымачивать 3-5 часов, меняя воду. Это не так. Смотрите, я беру легкие и нарезаю такими кубиками примерно 7-8 сантиметров. Вы должны конкретно посмотреть на свой продукт. Легкие должны быть чистые, розового цвета, без вкрапления крови. В таком случае, как у меня на видео, видите, оно розовенькое, его можно замочить всего лишь на полчаса, а далее нарезать на вот такие вот достаточно крупные кубики. В каком случае его нужно вымачивать? Если неопытный мясник в домашних условиях, на производстве это исключено. Посмотрите, какой чистый продукт с производства. Если в домашних условиях дрогнула рука, что-то пошло не так, неправильно было забито животное, и животное захлебнулось кровью. Такое бывает. Тогда кровь попадает в легкие. Легкое – это как губка, там много-много-много таких маленьких воздушных как бы камер, которые наполняются воздухом. Если эти камеры заполняются кровью, то в данном случае, чтобы избавиться от крови, нужно порезать и вымачивать действительно, да, подольше. И вы должны посмотреть на цвет воды. Вот полчасика полежала, вода слегка только замутилась. Значит, легкое чистое, не надо его квасить 3-5 часов, в этом нет необходимости. Если же вода кровяная красная, то да, ее можно поменять пару раз и вымочить до вот такой вот более-менее чистой водички. Посмотрите, у легкого есть такая белая оболочка. В сыром виде она не снимается, можете не пробовать. Варить нужно вместе с ней, она когда проварится, становится мягкой. В крайнем случае можно снять ее уже с вареного продукта. Легкое провело в тазике полчаса. Обратите внимание на цвет воды. Теперь перекладываем наши крупные квадратики в чашу мультиварки, так как в мультиварке готовить удобнее и проще всего. К легкому добавляем лавровый лист 3-5 штучек по своему вкусу, 1 чайную ложку с горкой соли и заливаем кипятком. Я добавила около 2 литров воды. Заметьте, что легкие никогда не покроются водой, потому что они всплывают. Почему в кастрюле варить их сложнее? Во-первых, они очень сильно всплывают, они могут даже сдвинуть крышку, и крышка может упасть, и они очень сильно пенятся во время варки. Поэтому, если варите их в кастрюле, то крышку нужно чем-то придавить, обязательно оставить маленькую щелочку для выхода пара, и варить нужно на самом медленном огне, так как они еще и бегут. Это все очень неудобно. Совсем другое дело мультиварка. Устанавливаем чашу на место, закрываем крышку и устанавливаем программу тушение холодец на 45 минут. Посмотрите, как бурлят легкие, как они всплывают. Что можно сделать, чтобы погрузить их в воду? Берем решетку для варки на пару. И когда крышка закроется, решетка придавится, посмотрите, и легкие будут полностью покрыты водой.
Прошло 45 минут, легкие полностью сварились, они полностью готовы, их уже можно употреблять в пищу, а можно обжарить дальше с луком или запустить, например, в блинчики. Вот эта пленочка, о которой я говорила в начале видео, с вареного продукта она относительно легко снимается, хотя в этом нет особой необходимости, так как пленка мягкая и очень легко жуется. Покажу, как готовое легкое выглядит внутри. Оно полностью проваренное, мягкое, сочное. Легко жуется и легко разрывается. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!